Что вам приходит в голову, когда вы думаете про Францию? Может, лавандовые поля, Эйфелевая башня, круассаны. А Россия, если единственное, что вы видели, это голливудские фильмы, наверное, «Мороз», «Кремль» и «Ушанки». Что вам приходит в голову про Украину, если вы тоже никогда не были? Очень добрый день, я Лига Гаркуша. Я европейка, которая родилась, жила в Латвии, Великобритании, Польше, но уже 9 лет наша семья, мы живем здесь, и я точно знаю, что такая жизнь в Украине. Если в предыдущие репортажи я рассказывал более обширную такую информацию, тогда в этот раз я расскажу, сколько здесь стоит жизнь для нормальной семьи с 4 детьми, сколько мы за что платим в этой стране. Ну, начнем с того, что если вы приехали в Украину 15 лет назад, у вас, наверное, были с собой доллары, я возьму доллары, ну, может, евро, вы получили 50 гривен и могли жить долго и счастливо, ну, несколько дней точно. Сейчас прошло 15 лет, несколько тяжелых кризисов и переворотов, и сейчас, когда вы меняете 100 долларов, вы получаете 2800 с чем-то гривен, это национальная валюта здесь. И, конечно, что такая ситуация, она не вызывает внешнего населения доверия своей валюте. Очень часто, когда люди заключают сделки, там, земля, дом, квартира, машина, может, даже не настолько большой, люди все равно очень много что перечисляют, сколько это стоит в долларах. Кстати, только немножко больше 10% страны имеет счета банки накопительные. Счета, конечно, все имеют, но накопительные. В основном люди или закупают валюту, доллары, евро или что-то, или вкладывают деньги в недвижимость. Средняя зарплата в Украине в прошлом году была 650 долларов, и это 3,5 раза меньше, чем в Средней Европе. Я даже не говорю про богатые страны. И минимальная пенсия меньше 100 долларов, так что, ну так. Но если вы имеете свой бизнес и знаете способ, как зарабатывать, на самом деле жизни в Украине есть несколько преимуществ. Ну, у украинцев бывает такая ситуация, денег нет, все, заканчивается, еще. Слушай, ну уже точно нет. Давай меняем доллары. Ну, вот это такая реальность украинской экономики. Но начнем с того, что нам надо где-то жить, и там, где мы сейчас находимся, это уже 4-й дом, который мы снимаем в Украине. Мы платили и больше предыдущие разы. В этот раз это дом без каких-то супер-тупер экстр, 150 квадратных метров, 4 комнаты, кухня, 2 ванны, гараж для мастерской. Это очень важно для моего мужа. Сад это за городом. Если бы это было в городе, мы бы платили не 500 долларов, как мы сейчас платим. Мы платили, наверное, 2 раза больше. Если бы это было бы в Киеве, наверное, 3 раза больше. Ну, тут отличается все по регионам, как, наверное, в любой стране. Коммунальные расходы у нас, газ на отопление и электричество. Зимой это получается где-то 250 долларов, летом до 100 долларов. И уже сейчас в феврале, похоже, уже теплеет, уже очень часто в марте уже можно отключить отопление, так что у нас будет гораздо меньше расходов. Продукты. Очень мы готовим, мы семья, которой мы готовим дома, очень простую, базовую еду, сезонные овощи, фрукты, всякое такое. И я человек, который любит покупки чек-листом, у меня все очень спланировано. Нашу семью получается в среднем 700 долларов в месяц на всю семью. Делайте выводы, так что, ну так. Образование. В основном здесь дети учатся в государственных школах, частные школы составляют меньше 10% школ. Наши учатся христианской, очень уютной, очень семейной школе, где в классах около 10 детей, очень творческий подход, много английского, ну такая семейная атмосфера, и мы платим где-то до 200 долларов в месяц. Это, наверное, одна из самых дешевых частных школ. Я знаю, здесь во Львове есть 3-4 раза дороже, можно еще быть очень крутой. Но, кстати, интересно, что цена не всегда обозначает качество образования. Так что это тоже. Но здесь детям доступны разные классные студии, художественная студия, или танцы, или бассейн. Ну вот оно все доступно и достаточно за нормальную цену. У нас есть зубы.
И этим летом моя дочка делала какое-то такое упражнение, гимнастику, и треснулась об асфальт, и подбила свой передний уже стабильный зуб, и нам пришлось несколько раз ездить экстренно. И я посмотрела, что средний наш чек за одно посещение стоматологии, или это корень, или что-то, это где-то в среднем $50. Гигиена стоит где-то $30-40, ну, в нашей клинике. И мы там лечим зубы уже больше 5 лет. Там много наших друзей посещают. Для нас она нравится, эта клиника. Наверное, есть еще более крутые, но нам нравится там соотношение цена, качество, сервис, обслуживание. Наши дети там любят приезжать, но мы довольны. Что интересно про Украину, я слышала историю парня, который приезжал с Штатов, ему надо было там корень лечить, ему было выгоднее купить билет, прилетать с Америки, пожить неделю у своей тети, развлекаться здесь, провести классное время, сделать рот в порядок и поехать обратно. Что интересно, что здесь очень классные специалисты, которые пользуются лучшими мировыми технологиями и лучшими материалами. И они обученные, они очень, очень хорошие мастера, но благодаря этой налоговой системе и покупочной способности средней меньше, вот цены тут такие. Есть целые компании, которые организуют стоматологический туризм в Украину. Так что, если вам интересно, можете изучать эту тему и приезжать, наслаждаться страной и привести порядок в свою улыбку. Ну, еще один такой облом дня. Я планировала, что я сегодня выйду с хорошей прической, с новым гель-лаком, но вчера я легла, и мне сегодня осталось дома, мне 38 температура, поэтому и такой джазовый голос. Ну, я уже посещаю салон, у меня есть свой мастер уже больше 7 лет. Мне подкрасить корни и подстричь мою прическу — это где-то $40. Гель-лак, ну, какие-то $15. Почему я это рассказываю? Потому что я жила в Польше, я помню эту ситуацию, когда ты платишь там $100 за прическу и выходишь и спрашиваешь, что вы сделали с моей головой, что вы со мной сделали, и мне говорят, ну, у вас волос такой плохой, ну, типа, не податливый, покрасьте губы, вы будете выглядеть как женщина. И я знаю, что такие проблемы есть в Голландии и в Англии, что хорошие мастера стоят очень большие деньги, а мастеров хороших не так много. Тогда здесь точно есть очень большой выбор очень классных мастеров. И если вы выйдете из салона, очень вероятно, что вы на самом деле будете очень довольны тем, что вы получили. Так что вот такая жизнь в Украине. Задавайте вопросы, какие еще темы вам интересны. Я буду охотно отвечать. Я благодарна, что вы слушаете, что вы подписываетесь на мой канал. Ставьте лайк, это очень мне помогает развиваться. И встречаемся через неделю. Пока!